У меня есть такой труд, видите? Это моя бакалаврская работа, представляете? Тема моей работы посвящена иконостасу. Звучит она очень научно, так красиво, потому что такой формат. Эволюция алтарной преграды в византийской и русской традиции. Иконостас все-таки формировался и не возник сразу. В первые века его вообще не было, со временем он начал как-то появляться, и не в такой форме, в которой мы привыкли его видеть. А на мой взгляд, все-таки, наверное, все, что происходит в церкви, оно не может быть просто так, не может быть просто для украшения или для чего-то другого. Оно действительно должно иметь какой-то смысл и жизненную необходимость. Как это не удивительно, в нашем богослужении очень много ветхозаветного. Интересно, что иконостас в самом таком глубинном своем таком начале, он имеет скинию Моисея. При выходе из Египта, когда он шел с богоизбранным народом, Господь повелевает ему создать такой храм, который был бы переносным. И в этой скинии было очень интересное такое устройство. Вот здесь так схематично изображен. Вот видите, такой двор. Он был огражден, так как все это было переносное, все было сделано из очень таких легких материалов. Вот столбы деревянные, на эти столбы натягивались ткани, такие завесы. И вот этот двор, в который входили люди, входил народ. Дальше шло такое место, которое сейчас даже в каком-то смысле немножко напоминает алтарь. Это уже место, куда входили священники. А было такое место, куда вообще входил только первосвященник. Это называлось святая святых. Да? Там находился ковчег завета. Вот эта схема из этих 4 столбов и этих завес, она настолько была, как сказать, превратилась в такую иконографическую, некую такую основу. Эта же схема, она была повторена уже в храме Соломона. И вот эта такая ветхозаветная такая традиция, она каким-то причудливым образом в христианстве стала употребляться и завязалась воедино с такой эллинистической культурой. Дело в том, что, видите, христианство оно возникло на сломе таких разных традиций. С одной стороны, это Ветхий Завет с таким совершенно космическим таким, можно сказать, культом Бога. А с другой стороны, такая традиция греко-римская, где была развита очень архитектура, скульптура, живопись. Да, в Ветхом Завете у иудеев это искусство не было развито. Первые такие храмы, которые стали возникать у христиан, они в себе одновременно сочетали и то, и другое. С одной стороны, традицию такую культурную, греко-римскую, а с другой стороны, ветхозаветную такую традицию богослужебную. Конечно, у первых христиан таких храмов, как у нас с вами, быть не могло, потому что вы сами знаете, что в 3 века были гонения, и христиане собирались в основном в домах или там в катакомбах они совершали службы. Но начиная уже с 4 века начинают возникать первые храмы, и особенно эти храмы отстраиваются в Иерусалиме. И в этом храме появляются уже такие некие архитектурные основы, которые потом стали, опять же, основой для всех последующих храмов. Сочетание колонн, так называемый портик такой, да, где колонна является несущей, она держит балку, и внизу такие две мраморные плиты. Вот некая такая основа во многих иконостасах, это некая схема такая самая главная. Она как некий, знаете, фундамент, она всегда содержалась до определенного периода. И это было очень важно, потому что, знаете, для человека такой культуры древнеримской, да, для него сама эта колонна, она из мрамора, она такая сама по себе красивая. Вот основные элементы — это несущая колонна, балка, на которой ничего пока не было, да? И как в древнем ветхозаветном храме, даже в скинии Моисея, так уже и в христианском храме эта конструкция каким-то чудным образом продолжает существовать. А вот это, кстати, фрагмент храма тоже очень большого и значимого для всего православия. Это храм Святой Софии в Константинополе. В этом храме сейчас, на сегодняшний день, мы его можем увидеть, он как бы сохранился. Естественно, там уже никакого нету, никакого ни престола, ни алтаря, но все-таки сам храм есть. И есть определенные такие реконструкции, как мог выглядеть алтарь этого храма. И вот очень интересно, что сам храм, вы не представляете, кто-то из вас был, может быть, колоссальных размеров, просто неимоверных размеров. Там чувствуешь себя настолько как бы маленьким. И вот в этом храме, казалось бы, по нашим понятиям, нужно было бабахнуть такой иконостас,
чтобы уже, как сказать, ну, на все оставшееся время было. А там был такой низенький иконостасик, высота вот этой колонны там чуть больше 2 метров, 2,50. А икон-то было всего, знаете сколько? Вот в этих медальончиках, представляете? Все было достаточно открыто, да? И для культуры того времени не возникало желания что-то закрыть, завесить. Но богослужение само требовало действительно какого-то ограждения самого престола. Потому что все-таки престол – это место, где совершается божественная литургия. И если совсем его ничем не ограждать, да, а людей будет много, наверное, это будет даже мешать богослужению. И поэтому издревле постепенно стали возникать вот такие преграды, которые, кстати, и до сих пор вот существуют в некоторых храмах. Вот, допустим, это в Италии храм Санта-Сабина 5 века. Даже вот я здесь, видите, присутствую на правом углу. Видите, какая интересная алтарная преграда. Вот там, сейчас это, естественно, католический храм, но сам век говорит о том, что этот храм был до разделения церквей. И видите, там в глубине вот находится престол, а здесь ограждение такое в этом месте и с таким выносом сюда в сам храм. Вот такая, видите, преградка минималистическая. Здесь ничего нет, ни икон, ни каких-то столбов, ни каких-то завес. Но вот в таком вот виде первые алтарные преграды примерно и были. А это что? Какой век? 21 век, представляете, до чего докатились? В Санкт-Петербурге Федоровский собор, Нижний храм. Архимандрит Зенон вот, являлся таким автором этого проекта. И вот здесь, видите, то же самое. То же самое. Маленькая такой заборчик невысокий. Тоже над престолом стоит сень. Все изображения в Софии Константинопольской вот были в первое время, когда ее только построили, конечно. Они были сосредоточены вот в этих медальонах. Вот в этих медальонах были изображены такие, причем даже не красками, это были резные такие, или резные, или там на металле они были сделаны, разные есть версии. Были изображены такие погрудные изображения. В центре был Спаситель, Божья Матерь, святые. Вот и все. Вот интересная тоже, видите, схема. Здесь находится престол, а здесь уже алтарная бригада не просто такая вот, она с колоннадой. Но видите, и здесь икон нету, да? И интересно, что для того человека, той культуры, сама вот эта красота этой архитектуры, вот колонны, балки, она была настолько самодавлеющей, что ничего другого и не нужно было. Постепенно иконы стали появляться, но стали они появляться не на иконостасе, не внутри, а вот на колоннах. Алтарь так устроен, что он всегда архитектурно отделен, есть у него 3 части. Да? Есть центральная часть, где совершается литургия, там находится престол, и есть, как правило, 2 боковых, таких незначительных тоже части, где находится обычно жертвенник. Вот. И видите, здесь на колоннах стали чаще всего изображать Спасителя и Божью Матерь. Пока это еще не изображение самого иконостаса, но вот эти священные образы стали появляться. Это алтарная преграда храма Дафни в XI веке она существовала. Наступил период иконоборчества. Этот период вы тоже знаете, где-то в 8 веке в Византии такой был очень тяжелый период, когда изображения священные стали уничтожаться, стали заменяться орнаментами или изображениями животных. И вот очень интересно, что этот период тоже в каком-то смысле запечатлелся и в внешнем виде иконостасов. Именно с этого времени примерно появляются изображения многочисленные растительные и даже животные. А это тоже один из таких редких алтарных преград. Появляются изображения, правда, резные. Здесь 2 ангела и, по-моему, изображение Божьей Матери. Вот еще одна такая алтарная преграда, где, видите, на колоннах тоже изображение святых, а в центре пока остается еще пустота. А вот очень интересная такая ситуация. Это тоже какой-то итальянский храм. Здесь, видите, такое сочетание. Ну, я думаю, что здесь, конечно, такое эклектичное наслоение разных периодов вековых. Да? Сам храм, судя по конхе, он еще носит такой отпечаток византийского такого искусства. И иконы стали ставиться наверх. Они не заслоняют собой вот эти промежутки между колоннами, но они уже появляются и достаточно в развитом таком виде. И здесь наверняка сохранялся еще тоже какой-то ряд, может быть. Вот интересная ситуация в Грузии, да? Вот интересные грузинские такие храмы, они тоже носят на себе отпечаток древности. Видите, здесь существуют колонны, существуют резные платы, существует эта балка. Пространство остается, но оно завешивается завесами, а иконы как бы специально делаются меньше этих промежутков. Но что происходит на Руси? В XI, XII, даже в XIII веке иконостасы на Руси полностью повторяли форму византийских алтарных преград.
Но постепенно происходит такое изменение. И вот, чтобы понять это изменение, нам нужно тут о нескольких причинах поговорить. Первое, что где именно произошло такое изменение? Ну вот здесь в данном случае схема иконостаса, которая такое, является таким, можно сказать, особенным, потому что именно здесь иконостас вырос до небывалых размеров. Это Успенский храм во Владимире. В этом храме есть росписи преподобного Андрея Рублева, и считается, что и иконостас был тоже исполнен, может быть, с его участием. Здесь, видите, мы видим такую уже совершенно другую ситуацию. Здесь огромное количество изображений святых, они разного размера, какие-то иконы поменьше, какие-то побольше, какие-то уже, какие-то пошире. Они занимают весь этот храм от севера до юга, полностью перегораживают такую стену. И остаются только маленькие промежуточки там в апсидах, еще сверху появляется крест. Вот примерно таким иконостас становится в 15 веке. Это чисто русское такое изобретение. И почему же все-таки вот на Руси произошло такое изменение? Вот действительно здесь есть несколько причин. Иногда называют такие богословские причины. Говорят, что вот в это время на Руси была такая эпоха исихазма, люди читали такие богооткровенные такие тексты, и вот исихазм, как некая такая культура любви, гармонии, красоты, она повлияла на такое изменение. Ну, конечно, эта причина отчасти, наверное, присутствовала, но все-таки и в Византии с исихазмом тоже было все в порядке, но ничего там подобного не происходило. Иногда говорят, что какие еще причины называются, что сама литургия, само богослужение, оно требовало некого такого иллюстративного какого-то содержания, чтобы молящиеся, глядя на иконы, на иконостас, они как бы так в образах, в красках могли воспринимать богослужение. Отчасти, наверное, это тоже, можно сказать, присутствовало. Но ведь в храме было и так много изображений, которые были на фресках, которые были в мозаиках. Они существовали, зачем тогда при этом такая огромная стена? И вот единственным таким для меня логическим объяснением, я для себя его, в общем-то, открыл и нашел, является мнение такого Соробьянова. Это такой удивительный человек, который является таким реставратором и, к сожалению, уже почил. Он занимался реставрацией храма Спасового Ефросиньевского монастыря, который так удивительным образом уцелел с XII века. И вот этот человек, исследователь, он сам, не будучи таким просто книжным таким ученым, а сам и занимаясь реставрацией, изучая многочисленные памятники архитектуры, он приходит к выводу, что сама конструктивная особенность русских храмов, она повлияла на такое изменение в иконостасе. Почему? Видите, наверное, отчасти климат, отчасти, может быть, все-таки строительные материалы какие-то, они диктовали определенную такую, архитектурную особенность. В русских храмах, кстати, вы можете это и увидеть в некоторых храмах и теперь даже, в русских храмах есть такие так называемые воздушные связи. Вот если вы, может быть, были когда-нибудь в таких храмах достаточно старых, древних, можно увидеть, если посмотреть вверх, вверху храма есть такие балки, иногда это металлические такие огромные такие, стержни, да, которые как бы стягивают стены, да, они не дают этим стенам ни разойтись, ни сойтись. Вот эти воздушные связи в древности, они тоже были, но они были, как правило, такие деревянные, и они находились, конечно, на той высоте, которую требовала сама архитектура. Иногда это было там ниже, выше, но обычно это была достаточно большая высота. И вот в одном из храмов в Новгороде эта балка, она стала восприниматься как темплон. Да? Если в древних византийских храмах темплон находился на высоте, которая зависела от роста человека, потому что эта преграда была сделана так, независимо от размеров храма. Если храм был бы маленький, высота этой балки, она была точно такая же, как и в Софии Константинопольской, которая была неимоверного размера. Да? То есть здесь эта пропорция высоты этой балки, она была связана с пропорцией человеческого роста. То в русских храмах это стало
эта балка, высота этой балки стала зависеть от размеров самого храма. И если храм был, скажем, небольшой, значит и вот это воздушные эти связи находились на достаточно небольшой высоте. Но если храм был огромный, вот скажем, как этот собор Успенский, он все-таки достаточно величественный. Естественно, сама такая архитектоника этого храма требовала, чтобы эта балка, связывающая стены, она находилась на высоте, на достаточно большой. И вот постепенно эта балка стала на нее стали ставиться иконы. Да? Иногда, вот, кстати, возникает мнение, а что явилось таким ядром иконостаса, да? Из чего он начался? Некоторые исследователи говорят, что, скорее всего, иконостас возник из местного чина. Вот местный чин – это самый нижний ряд, где обычно мы видим изображение Спасителя, Божьей Матери. Является, что вот постепенно он как бы снизу вверх рос, да? Но, наверное, все-таки самым главным, самым таким ядром иконостаса, алтарной преграды являлся изображение Деисиса, или Иисуса, как в русской такой традиции. Это изображение такое, оно является таким центральным, можно сказать, для всей литургии. Вот во время проскомидии, подготовительной такой части к божественной литургии, на дискосе священник таким определенным образом готовится агнечная просфора. Она находится в центре, видите, вот она здесь. Слева, для нас слева, а, кстати, вот интересно, что когда в древности говорили слева или справа, то считалось, что слева или справа от Спасителя, а не от нас. В данном случае справа от Спасителя, да, кладется частица, которая вынимается в честь Божьей Матери. Здесь так называемые 9 чинов, да, здесь каждая частица вынимается за определенный чин. Первая за Иоанна Крестителя, вторая за пророков, за апостолов, за святителей, за целителей, за святых храма, за Иоанна Златоуста, если совершается литургия Иоанна Златоустова. За каждый из чинов святых выкладывается определенная частица, вырезается. А вот здесь внизу вырезаются частицы за живых и за усопших. И вот именно эта такая связь просковидии с иконостасом, она тоже во многом повлияла на развитие иконостаса. Видите, что мы здесь видим? В центре изображается Спаситель, большая икона. Справа от него, для нас слева, для Спасителя справа, Божья Матерь. Здесь Иоанн Креститель. И дальше пошли многочисленные чины святых. А здесь внизу стоим мы, живые, да, слава Богу, пока что. Ну и, наверное, и усопшие там тоже предстоят. Вот еще больше, да, это уже иконостас Московского Кремля, Успенский собор. Иконостасы стали вырастать не только в ширину, но и в высоту, стали добавляться новые чины. Со временем и этого показалось недостаточно. Иконы стали восприниматься просто как иллюстративный материал, а иконостас нужно было таким сделать величественным, что его стали до потолка выстраивать. Уже не хватало этого пространства. Видите, здесь он вырастает аж до купола. Начиная уже с Алексея Михайловича, с русского царя, воины, которые совершали какие-то многодневные длительные походы, у них были тоже такие походные храмы, почти как у Моисея, да? Вот интересно, они тоже состояли из таких легких материалов, из палаток, из каких-то, из тканей. И вот возникали такие иконостасы, которые были на ткани. Здесь тоже иконы Спасителя, Божьей Матери, царские врата. Но все это изображено на тканях. Это было удобно свернуть, с собой взять, где-то установить, потом опять свернуть. Интересно таким чудным образом, каким-то непостижимым для нас. В конце 19 века на Руси, не только на Руси, а во всем мире возникает огромный интерес к Византии. И этот интерес, он отразился в том, что стали возникать храмы, которые повторяли византийскую традицию. В каком-то своем прочтении, конечно, не всегда полностью копировали ее. В наше теперешнее время у нас как бы полностью отсутствует какой-то стиль. Да? Вот если там в 17 веке был свой стиль, в 15 свой, в теперешнем времени стиль как такового его нету. И поэтому каждый храм, он по-своему, каждый настоятель этого храма, наверное, община, которая молится в этом храме, она в каком-то смысле участвует и выбирает для себя, в каком направлении будет складываться убранство этого храма. Полностью та же технология. Краски не отличаются, как в древности писали, так и сейчас. Мы стараемся эту технику все-таки так не подменять, не терять, потому что она сама по себе очень интересная, очень красивая, она дает определенные возможности такие художественные. А краски, они состоят из минералов, из камней, которые сами по себе имеют цвет. Вот. Эти камни имеют такую свою структуру, и их измельчают до такого мелкого порошка, смешивают с яичным желтком, и вот этой краской
пишется икона. У нас сейчас предстоит как бы, ну, одна из таких работ, которые на горизонте намечаются. Это роспись в Полоцке огромного этого крестовоздвиженского собора в Спасо-Ефросиньском монастыре. Там есть собор, его построили перед революцией, каким-то чудом не взорвали, но и не успели расписать. И вот сейчас вот, игуменя, матушка обращается к нам, чтобы мы, может быть, в этом как-то поучаствовали.